Джейсон услышал громкий хлопок, и его голова резко потянулась к иллюминаторам самолета. Что происходило? Их самолеты уже были в воздухе. Он лихорадочно посмотрел на своего второго пилота, когда в кабину ворвался член экипажа. Гигантский рой птиц, по-видимому, преследовал и атаковал самолет. И они были неумолимы. Птицы, казалось, становились все более агрессивными, чем сильнее Джейсон пытался вытащить их из своего самолета. Джейсон понятия не имел, почему птицы становятся все более и более агрессивными. В салоне пассажиры начали волноваться. Они чувствовали, как самолет падает и поворачивает, и никто не давал им объяснений. Они могли видеть рой птиц через окно, ведя себя так, как будто они только что сошли с фильма Хичкока к тому времени, когда Джейсон почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы заверить пассажиров, что у них все под контролем. Он понял, что уже слишком поздно. Он не знал, что происходит, что спровоцировало появление птиц, и что он может сделать, чтобы успокоить их. Джейсону пришлось позвонить в диспетчерскую, чтобы узнать, какие у него есть варианты. У него было чувство, что это лишь вопрос времени, когда птицы действительно смогут разбить самолет. Количество птиц постоянно увеличивалось, и они становились все более агрессивными. Но была одна проблема. Он не мог связаться ни с кем из центра управления полетом. Пассажиры с трудом могли наблюдать за происходящим из окна, потому что его заслонили птицы. Это затемнило весь мир, излучая ужасающую атмосферу. Пассажиры не на шутку испугались. Некоторые из них даже заплакали. Джейсон должен был действовать быстро. Джейсон изо всех сил пытался набрать высоту вместе с самолетом, встряхнуть птиц. Но если бы он поднялся слишком круто, это подвергло бы опасности всех в самолете. Более того, количество птиц было настолько велико, что они начали направлять самолет вниз. Джимми ахнул, увидев приближающиеся здания. Теперь они очень опасно парили над городом. К счастью для Джейсона, он смог направить самолет в сельскую местность. Он понял, что бесполезно пытаться набрать высоту. Ему нужно было вернуться в аэропорт, и он должен был посадить самолет. Но как? Наконец, Джейсону позвонили, чтобы он немедленно развернул самолет до ближайшей взлетно-посадочной полосы. Диспетчерская служба приказала им перенаправиться в аэропорт поменьше, ближе к их текущему положению. Джейсон не терял времени даром и развернул самолет так быстро, как только мог, никого не подвергая опасности. Теперь это становилось по-настоящему опасным. Развернув самолет, они попали в пару птиц, что, казалось, возбуждало их еще больше. Птицы продолжали бить по плану, и в окнах начали появляться небольшие трещины. Джейсону сообщили, что экстренные службы уже на пути к взлетно-посадочной полосе. Джейсону оставалось только убедиться, что он сможет добраться до взлетно-посадочной полосы. Только тогда они могли им помочь. Он должен был сделать все, что в его силах, чтобы не разбиться. Но когда я добрался до сельской местности, стало еще хуже. Сразу же при выезде из городской зоны Джейсон заметил, что последняя часть взлетно-посадочной полосы станет еще хуже. Из ближайшего леса вылетели новые птицы. Их мгновенно потянуло к самолету. У Джейсона возникло чувство, что это может закончиться только катастрофой. Джейсон заметил, что чем больше птиц нападает на самолет, тем ближе они подбираются к двигателям. Если бы в двигателе залетело много птиц, это было бы нехорошо. Джейсон был полностью сосредоточен на том, чтобы добраться до полосы, когда услышал громкий хлопок. Самолет начал трястись, и Джейсон с трудом справился с управлением. Самолет также терял высоту. Пассажиры заметили это и тут же начали кричать от отчаяния. Случилось самое худшее, что могло случиться. Двигатель загорелся, и пассажиры могли видеть его через окно. Сердце Джейсона бешено колотилось в груди. Он был настолько сосредоточен, что ничего не слышал вокруг себя. Теперь план падал с неба. У Джейсона был только один вариант. Это был его последний выстрел. Джейсону пришлось совершить аварийную посадку. Он никогда не делал этого раньше. Он узнал об этом только в симуляциях во время своего обучения. Он считал своим долгом убедиться, что все в самолете будут в безопасности. Потом он что-то увидел. Спускаясь, он увидел вдалеке водоем и прикинул, что едва успеет приземлиться в воду. Это была их единственная спасительная благодать. Посадка на сушу с неровностью. Это, вероятно, закончилось бы крушением самолета. Джейсону едва удалось посадить самолет на воду.
Это была не мягкая посадка, но он позаботился о том, чтобы самолет не развалился на куски. Его единственной заботой была безопасность экипажа и пассажиров в самолете. Затем он услышал крики. Крики исходили от пассажиров. Они были в ужасе. Джейсон на мгновение застрял, но сумел встать со своего места. Джимми был едва в сознании, но с помощью Джейсона им удалось проникнуть внутрь самолета. Бортпроводники оказались в бедственном положении, они не могли оставаться внутри самолета. Пришлось эвакуироваться. Джейсон попытался открыть один из выходов, но тот застрял. Он стал немного эмоциональным из-за стресса и отчаяния. К счастью, одной из стюардесс удалось открыть другой выход, самолет медленно тонул, но они поняли, что у них достаточно времени, чтобы благополучно вытащить всех из самолета. Экипаж пытался всех успокоить, но некоторые люди не заботились ни о ком, кроме себя, и пытались выбраться первыми. О чем они тут же пожалели. Птицы начали нападать на людей, которые выбрались первыми. К счастью, когда большинство из них нырнули в воду, они остались одни. Некоторые птицы даже залетели в самолет. Но в основном они вели себя агрессивно по отношению ко входу в камеру хранения. Что там было? Прежде чем ответить на этот вопрос, все должны были сначала выбраться. Джейсон был последним, кто прыгнул в воду. И, к счастью, береговая охрана уже была в пути, чтобы спасти всех. Птицы начали образовывать круги над самолетом, глядя на небо. Он медленно погружался в воду. Береговая охрана позаботилась о том, чтобы все благополучно выбрались из воды. Теперь приближались новые лодки, так что всех можно было спасти. Пассажиры продолжали указывать на обломки самолета. Когда Джейсон повернул голову, он ахнул. Птицы продолжали кружить вокруг самолета, как будто они активно искали что-то внутри. Джейсон был в замешательстве, он всерьез понятия не имел, что могло заставить всех этих птиц так реагировать. Но все стало еще хуже, когда береговая охрана попыталась подойти ближе. При попытке подойти поближе, птицы стали еще более настороженными. Похоже, они не собирались подпускать береговую охрану близко к самолету. Но береговая охрана была очень упряма. Несмотря на предупреждение Джейсона, они подплыли ближе. Как только они добрались до места крушения, на них напали птицы. Это на самом деле так напугало экипаж, что они спрыгнули с кораблей. Они поплыли обратно к другим лодкам. Пассажиры и бортпроводники были совершенно сбиты с толку. Что было в самолете? Когда они подошли ближе, птицы снова начали роиться. Рабочие увидели, как небо потемнело от птиц. Это был явный признак того, что им придется подождать. Они вызвали подкрепление, чтобы птицы испугались. Это был единственный путь на этот раз. Птицы роились на кораблях, когда они были далеко. Команда, которая была снаружи, была окружена. К счастью, они быстро пробрались внутрь. Буксиры могли подойти ближе, потому что птицы не могли дотянуться до капитана. К счастью, Джейсон придумал план. Во время учебы он слышал, что аэропорты пугают птиц, издавая звуки. Он сказал береговой охране, что они могут отпугнуть птиц. Береговая охрана немедленно отреагировала на это и полностью выбила звуки из динамиков. А потом что-то случилось. Птицы отреагировали на пронзительные звуки и убежали обратно в лес. Береговая охрана знала, что если они остановятся сейчас, птицы вернутся. Это было их открытие, чтобы самолет можно было отбуксировать из воды. Под руководством береговой охраны буксиры могли прикрепить свои тросы к самолету. Начали тянуть. К счастью, самолет легко отбуксировали. Это лишь вопрос времени, когда самолет можно будет обыскать. Тем временем приехала полиция. Джейсон отвечал за самолет, поэтому полицейские сразу же задавали ему вопросы. Джейсону нечего было скрывать от полиции, поэтому он сказал им, что это был обычный рейс. Он совершал этот полет почти каждую неделю без каких-либо препятствий. До сегодняшнего дня.